Генетический тупик. Почему лицо этого короля пугало даже врачей? Представьте себе человека, который правит половиной мира. В его руках золото Индий, флот, покоривший океаны, и армии, перед которыми трепещет Европа. А теперь посмотрите на него поближе. У него была нижняя челюсть, которая настолько выдавалась вперед, что зубы не смыкались. Никогда. Чтобы проглотить пищу, он вынужден был глотать ее кусками, не жуя. Его язык был настолько огромен, что не помещался во рту, вызывая постоянное слюнотечение и делая его речь невнятным мычанием. Он был королем, но его вид пугал даже самых опытных придворных врачей. Они шептались о проклятии, о колдовстве, о дьявольских кознях. Но правда была гораздо страшнее и прозаичнее. Сегодня мы заглянем в самый мрачный архив в истории медицины и власти. Как величайшая династия Европы добровольно превратила себя в живую энциклопедию генетических уродств? И почему проклятие Габсбургов – это не мистика, а сухая, жестокая математика крови? Чтобы понять масштаб трагедии, нужно понять масштаб власти. Габсбурги правили Священной Римской империей, Испанией, Австрией, Нидерландами, частью Италии и огромными колониями в Новом Свете. Их девиз был прост: «Пусть другие воюют, ты же, счастливая Австрия, заключай браки». И они заключали браки, но только друг с другом. Главной идеей было сохранить колоссальные владения в одних руках. Чистота крови стала религией. Они верили, что их кровь настолько уникальна, что смешивать ее с чужаками – преступление. С точки зрения биологии, они строили генетическую тюрьму. В популяции всегда есть скрытные рецессивные мутации. В обычных браках они подавляются здоровыми генами партнера. Но когда дядя женится на племяннице, шанс, что у обоих есть одна и та же мутация, возрастает многократно. Так, безобидная на первый взгляд семейная черта, слегка выпеченная челюсть, начала мутировать. С каждым поколением этот дефект, известный как габсбургский прогнатизм, становился все более выраженным. Но это было лишь вершиной айсберга. Коллапс наступил в лице Карла II Испанского. Он родился в 1661 году. Его отец, Филипп IV, женился на собственной племяннице, Марианне Австрийской. Генетический анализ, проведенный современными учеными, показал шокирующий факт. Коэффициент инбридинга Карла II был выше, чем если бы его родителями были родные брат и сестра. Он был буквально соткан из дефектных генов. К 10 годам его челюсть уже не позволяла ему пережевывать пищу, огромный язык мешал говорить. Придворные врачи, бессильные что-либо сделать, объявили его зачарованным или околдованным. Эль-Эхичадо. Они всерьез применяли экзорцизм, пытаясь изгнать бесов, которые якобы исказили лицо монарха. Но бесы были внутри его ДНК. У него было слабое сердце, постоянные проблемы с желудком, почечная недостаточность. Генетическая память династии превратилась в энциклопедию медицинских патологий. Карл II прожил 39 лет, последних из которых провел в постоянных болях, не оставив наследников. На нем испанская ветвь Габсбургов просто прервалась. Природа поставила точку в этом безумном эксперименте. Трагедия Габсбургов – это экстремальный пример. Но почему современное общество, даже не зная этой истории, инстинктивно испытывает отвращение и страх перед близкородственными связями? Это не просто мораль или религия, это биология, прописанная в нашем мозге миллионами лет эволюции. В природе большинство видов выработали механизмы предотвращения инбридинга. Это называется аутбридингом. Животные инстинктивно ищут партнеров из других стай или территорий. Генетическое разнообразие – это залог выживания вида. У человека тоже есть этот механизм. Антрополог Эдвард Вестермарк описал феномен. Люди, которые выросли вместе в раннем детстве, например, братья и сестры, как правило, не испытывают сексуального влечения друг к другу.
Мозг автоматически ставит блок на инцест, чтобы защитить потомство от тех самых мутаций, что сгубили Габсбургов. Наш страх перед инцестом – это эволюционный предохранитель. Это генетическая память о том, что изоляция ведет к вырождению. Габсбурги попытались обмануть этот закон, полагая, что их власть выше законов биологии. Они проиграли. Проклятие Габсбургов – это не мистика, это история о том, как величайшая династия в истории стала заложницей собственной крови. Пытаясь сохранить чистоту, они создали генетический тупик. Лицо Карла II пугало врачей, потому что это было зеркалом, в котором отражался конец эпохи, основанной на изоляции и высокомерии. Если вам понравился этот глубокий разбор биологии власти, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и бейте в колокольчик. Мы продолжим открывать архив невозможного. До встречи в следующем выпуске.